Привет, ребят! Сегодня будет такой необычный формат видео. Расскажу вам о том, как играть в World of Tanks. Нет, речь не пойдет о тактике или стратегии в бою. Речь не пойдет о самом классном танке, на котором можно всегда побеждать, как это любят рассказывать популярные продажные блогеры. Я вам расскажу о простых правилах, соблюдая которые вам будет интереснее играть в эту игру. У вас будет больше побед, вы увидите истинное лицо этой игры и поймете, что такое подкрутки и как с ними бороться. Все мы прекрасно знаем, что в игре есть подкрутки. Отдельное видео есть на канале, ссылочку закреплю. И ничего с этим не сделать, потому что разработчики утверждают, что у них самая честная игра и никаких подкруток нет. А кто владеет игрой, тот и прав. Но поиграв много лет в World of Tanks, у меня выработалась некоторая стратегия. А именно, как не страдать от игры и все-таки играть в танчики, а не беситься после очередного подкрученного слива. За все время я уже разбил 2 клавиатуры на ноутбуках и несколько мышек. После последней решил играть, соблюдая некоторые правила. И вы знаете, жизнь наладилась. Больше нет психов, но есть неприятное ощущение. И больше нет летающих мышек по квартире. Это такое небольшое отступление, так как многих игроков игра доводит до сильного эмоционального всплеска. И чтобы именно этого не происходило, я решил сделать данный ролик, чтобы облегчить страдания игроков, особенно неопытных и недонатящих. Первое, с чего хочу начать, это день игры. Если на РУ, когда мы все еще были там, по моей статистике победы и поражения выдавались поочередно, то есть 2 слива, 1 победа, опять слив, опять победа. В общем итоге у нас получалось за сессию или больше сливов, или больше побед. Назовем это плохой или хороший день. Но настроено было так, что вы по-любому побеждали после нескольких поражений, а вот на Европе все настроено иначе. У нас здесь конкретно хорошие или плохие дни. Много раз сталкивался, да и вы тоже, я думаю, что за сессию из 20 боев может быть всего 2-3 победы. А это говорит о том, что сегодня, имеется в виду этот день, вы точно не сможете поднять свою статистику, пофармить и так далее. Сегодня день угнетения, и лучше бы вообще не играть. Ну а как же задачки, спросите вы, как же ЛБЗ, нужно же выполнить, чтобы заработать плюшки. Мой вам первый совет. В этот день выполняйте задачки в песке. Берем танки 2-3 уровней и go выполнять ЛБЗ. Согласитесь, на танках низкого уровня не так обидно проигрывать, как на высоких уровнях. ЛБЗ выполнили, игру закрыли, сказали себе плохой день и занимаетесь себе своими делами. Больше в этот день не играйте, чтобы не тратить нервы и не сливать статистику. Конечно же захочется проверить, а может вот сейчас, после 20 поражений попрет. Нет, друг мой. Проверено, не попрет. Плохой день, значит побед не жди. Сколько раз убеждался в этом, невозможно сосчитать. Итак, что же я делаю? Совет второй. Я захожу в игру и провожу первых 3 боя. Как правило, сугубо по моим наблюдениям, именно они показывают, какой вас ждет сегодня день, сливной или победный. 2 победы, 1 поражение? Играйте смело, это ваш день. Поражения будут, но общий процент побед будет 50+ или ровно 50. Вы ничего не теряете, а в большинстве случаев только приобретаете. Если же 2 поражения к 1 победе, гейм на сегодня овер. Вероятнее всего, вас в этот день будут угнетать и не давать выиграть. Снаряды в землю, непробитие и так далее. ЛБЗ выполняем в песке, наблюдаем за статистикой побед и видим, что процент побед ниже 50. А это говорит о том, что вам сегодня подкручено на поражение. И попадайте вы хоть в топ-1 каждый бой, команда будет сыпаться как карточный домик. Повторяю, это на евросервере. Много раз в этом убеждался. Все мои доводы можете проверить на личном опыте и написать в комментариях, так ли это или нет. Отдельно хочу сказать, что плохие дни могут продолжаться до недели, а то и больше. Лично у меня было 7 дней сливов подряд, пришлось даже писать ЦПП с предъявой, что они по себе позволяют. Естественно, они ответили, что ничего не подкручено и подкруток в игре нет. На 8-й день после обращения 80% побед.
Хотите верьте, хотите нет. Поэтому вы можете усомниться в моих словах касательно 3 первых боев, но каждый вправе самостоятельно проверить. Далее по списку у нас личные боевые задачи. Если у вас выпадает задача победить в бою, а то и победить в нескольких боях, бегите из игры. Думаю, вы и сами заметили, что когда нужно победить в бою по ЛБЗ или боевым задачам, идут только турбачи со сливами. Противник вас рвет, а вы как будто стволом в землю закопаны. Как я делаю в таком случае? Совет 3. Сразу же меняю эту задачу на другую. Но скажу сразу, замена не гарантирует исход вашей сессии. Задачи на победу, по моим наблюдениям, это как черная метка. Вы точно сегодня не поиграете с удовольствием. Поэтому меняем задачу и проводим 3 боя, чтобы определить, какой сегодня день. Но что же делать, если награда уж очень хорошая и так хочется ее получить? Тогда в песок. Низкоуровневые танки не навредят вашей психике, как я уже говорил ранее, только статистике в игре. Ну и за 10-20 боев вы все же сможете одержать победу или победы. Очки боевого пропуска в плохие дни зарабатываются также. Сейчас доступно получать очки с 5 уровня. Плохой день, берем 5 уровни и получаем очки. На пятерках также не так обидно проигрывать, как на уровнях выше. Еще один интересный момент в игре – это проклятые танки, назовем их так. Думаю, у каждого в ангаре есть танк, который постоянно проигрывает, как бы вы ни играли в общем. Но есть и фиолетовые танки, у которых по 70-80% побед. Напишите, есть у вас такие танки, на которых игра не дает победить в бою, или это только у меня так? Так вот, эти танки можно использовать в наши дни. И тут совет 4. Я часто использую танки с высоким процентом побед в плохие дни, чтобы поскорее пройти ЛБЗ на победу. Я реально удивился тому, что эти танки все равно держат свой высокий процент побед и статистика на них не падает ниже 50%. Ну и ЛБЗ на победу они выполняют быстрее, чем обычные танки. Также можно использовать прем-танки. Они изначально подкручены на более высокий процент побед, чем прокачиваемые. И боев за 5-10 можно выполнить ЛБЗ в плохой день. Красные же танки я использовал на РУ, когда чувствовал, что следующий бой будет сливной. И этим самым проклятым танкам я давал повод игре кинуть меня на слив. А следующий бой уже игрался на победу с удовольствием. Сейчас же на ИУ. Красные танки у меня припадают пылью в ангаре, так как играть заведомо проигрывающим танки, да еще и в плохой день, это клиника для нервной системы. Также есть еще момент с уровнями танков. Заходишь в игру, играешь на низкоуровневых танках, игра идет нормально. Только берешь десятку и начинаются турбачи. Как это работает, еще сам не разобрался, просто турбосливы. Команда дохнет как мухи, и ты топ по урону и по опыту, а победы как отключили. Переходишь обратно на 8-6 левел, опять победы и все хорошо. Лично у меня есть одно объяснение: не донатишь, на топах не играешь. Конечно, кто-то скажет, ты просто играть не умеешь, но и на такие высказывания у меня есть ответ. В хорошие дни-то победы и топчик стабильно на десятках. За сессию из 20 боев всего 2-3 поражения на десятках. Что думаете по этому поводу и как с этим бороться? Пишите свои мысли. В хорошие же дни хорошо сосредоточиться на прокачке танков, выполнении боевого похода, фарма серебра и так далее. В хорошие дни выкатываем свои десятки и гоняем на них, зная, что за сессию у вас будет больше побед, чем поражений. Все это касается не только рандома, но и других событий, которые проходят в World of Tanks. Поэтому играйте только в удовольствие, и пусть пострадывают разрабы, а не игроки, из-за низкого онлайна, коль придумали такую концепцию игры. Ну и главный совет: берегите ХП. Не разменивайтесь почем зря. Ваши очки прочности – это главное, что есть у вас в бою. Чем дольше вы живете, тем больше вы настреливаете урона, насвечиваете и так далее. Тем больше у вас фарм и скилл. Пускай дурачки из команды подставляются под противника, а ваши действия должны быть выверенными и точными. Лучше не додать тычку, чем выхватить больше, чем можете дать сами. И забудьте про улюлю, когда все вкатывают и попадают под перекрестный обстрел от ПТшек.
Сколько же боев слито, когда вкатываешь за командой, а тебя разбирают в борт за секунды. В данном ролике я выложил сугубо свое личное мнение, анализируя и сопоставляя факты. Я не донатер, а нашей категории игроков сложнее играть в World of Tanks из-за того, что кто не донатит, тот становится мясом для донатеров. А у меня на этом все. Надеюсь, видео было полезным и поможет вам разобраться в этой замечательной игре. Спасибо за просмотр.